Марк, полный волнения и озабоченности, наконец-то прибыл в их новую недвижимость, которую они купили незаметно, полагаясь на заманчивые онлайн-объявления, совсем не подозревая о том, какие тайны скрывает это место. Он вышел из машины, всматриваясь в старый обшарпанный дом, который казался слегка заброшенным, и с трудом подавил внутри себя чувство тревоги. Подойдя к двери, он открыл ее с легким щелчком, и тишина, наполнявшая пространство, сразу же обрушилась на него, заставив заметить, как сильно он скучал по ощущению тепла и уюта домашнего очага. Внутри дом выглядел старым и пыльным, будто не видел хозяев в течение многих лет. Изношенные стены и потрескавшиеся полы создавали атмосферу запустения, от которой сердце сжималось. Тем не менее, это лишь подпитывало желание Марка и его жены Андреа вдохнуть новую жизнь в это жилище. Оба начали мысленно составлять список необходимых ремонтных работ, пока их двое детей, Лили и Тоби, начинали исследовать территорию вокруг дома. Ребята бегали по комнатам, их смех резонировал по комнатам, и это напоминание о детской радости скрашивало тусклую атмосферу, заставляя их родителей чувствовать настроение оптимизма. На подвесной территории и заднем дворе на них постепенно начинал открываться призрак заброшенного бассейна, который виднелся сквозь кусты, описывая смутные очертания старого развлечения. Марк, имея огромное желание восстановить его в былую славу, почувствовал, что это будет отличным проектом для всей семьи. Веселье и смех его детей стали катализатором этих мыслей, пока он вновь и вновь мечтательно всматривался в старый бассейн, представляя, как когда-то солнечные дни наполнены шумом воды и семейными радостями. Лили и Тоби, действуя быстро, не могли устоять перед соблазном таинственного бассейна, который был накрыт плотным брезентом. Полные любопытства, они бросились к нему, не обращая внимания на предостерегающий взгляд Марка, размышлявшего о потенциальной опасности. На их лицах сверкало волнение, им не терпелось раскрыть его секреты. Едва они приоткрыли брезент, как на них обрушилась волна смрадного запаха, сообщая о том, что бассейн долгое время оставался заброшен. Под покрывалом скрывалась мутная зеленая жидкость, которая осталась после застоявшейся воды, что придавало всему картину жуткого запустения. Территория вокруг бассейна была в плачевном состоянии. Обветшалый настил пружинил под ногами, а кривые деревья колыхались на ветру, словно шептали о своих прошлых временах. Атмосфера изменилась, когда они увидели, в каком ужасном состоянии находится бассейн. Вместо пресловутого удовольствия от плавания в голове у детей стали возникать мысли о том, как опасно это может быть, и они начали сомневаться, стоит ли рисковать. Мрачные предположения угнетали их до такой степени, что они вернулись к родителям с неоднозначными ощущениями, полными тревоги. Вскоре после их знакомства с бассейном Марк и Андреа столкнулись с тревожными слухами от местных ребятишек о том, что этот бассейн, возможно, проклят. Лили и Тоби передали эти слухи родителям, что только подогрело страхи у Марка и Андреа. Когда Марк с решимостью приступил к откачке мутной воды, он столкнулся с реальностью заброшенности бассейна и отвратительным зловонием, исходящим от ила, покрывающего дно. Тем не менее, несмотря на шумные предостережения и собственные колебания, он знал, что восстановление бассейна – это необходимость, которая может привести семью к чему-то хорошему. Каждый выброшенный ведро мутной воды добавляло к утомлению Марка, однако в его сердце не угасало желание вернуться к жизни в этом заброшенном месте. Становилось все тяжелее не думать о скрытых проблемах бассейна,
когда граффити с грозным предупреждением «держитесь подальше» вызвало у них мурашки по спине. Но как бы ни угнетала их мысль о возможных опасностях, Марк и Андреа искренне надеялись, что это позволит им создать новое счастливое место для своей семьи, чтобы они могли общаться и наслаждаться временем вместе, пытаясь смягчить мрачную атмосферу, которая окутала дом. Неизбежные события заставили Марка и Андреа обнаружить подозрительный, аккуратно завернутый предмет на дне своего осушенного бассейна, что вызвало невысказанные опасения по поводу его истинной природы. Несмотря на присутствие детей и то, что их таинственное открытие отвлекло на ужин, непередаваемое чувство тревоги не покидало их. На следующее утро их страхи усилились, когда жуткий сверток казался еще более зловещим из-за потемневшего неба и объема тени, сжимавшегося вокруг дома. Не в состоянии избавиться от его присутствия, Марк и Андреа решили провести дальнейшее расследование. Они понимали, что для этого им нужны более совершенные инструменты и, возможно, помощь профессионалов. Эта необходимость углубила их неуверенность и страхи. Каждое решение казалось все более рискованным, а известие о поддерживаемых местными жителями слухах лишь добавило неопределенности. Витая в воздухе драма вскоре сделала отношения в семействе более напряженными. Все вопросы о том, что скрыто за завесой их нового жилища, терзали не только их, но и детей. Не в состоянии смириться с происходящим, Марк и Андреа вызвали полицию, когда обнаружили тревожную сцену под брезентом на заднем дворе своего дома. Перед их глазами стояла жуткая картина. В заброшенном бассейне действительно обнаружили человеческое тело. Позже стало известно, что погибшая девочка носила имя Джессика Лэнг. Серьезность инцидента возрастала по мере того, как местные новости начинали освещать это открытие, порождая волны вопросов и опасений в сообществе, которые нашли свое отражение и в их собственных сердцах, особенно у детей, для которых это было невыносимо трудно. Весь город взорвался эмоциями, от шока до страха, от глубокой печали до жестоких первых выводов о том, что могло произойти. Марк и Андреа приняли решение остаться в доме, не желая покидать его даже при растущем напряжении. Их ночи становились бессонными от хлопанья дверей и шорохов на улице и не давали покоя мрачные мысли о судьбе Джессики. Каждый день они пытались сохранить обычную жизнь для своих детей, которые беспокойно реагировали на малейшие новости, завуалированные множеством слухов, и постепенно прокручивали вопросы о мрачном прошлом их нового дома, на которые не было никаких ответов. Обнаружение тела Джессики Лэнг в соседнем бассейне вызвало у местных жителей целую бурю эмоций. Одни оплакивали ее потерю, в то время как другие испытывали страх перед тем, что могло скрываться за этой трагедией. События обозвали катастрофой, и весь город погрузился в атмосферу настороженности. Марк и Андреа обратились к своему окружению, искали поддержку у сообщества, но когда чувствовали неприязнь и озабоченность, это лишь подстегивало их внутренние страхи. Тем не менее, мнение о том, чтобы оставаться в доме в удивительном состоянии, стало для них принципиальным. С каждым днем новые и новые слухи заползали в головы их детей, и они продолжали обсуждать свою историю в мельчайших деталях. Каждый шорох и каждый шаг на улице становился поводом для беспокойства, паранойи и кошмаров, проникающих в их бессонные ночи, прибавляя еще одну порцию тревоги. Тяжесть их квартиры становилась все более невыносимой, и они задумывались о том, что же на самом деле произошло на этом месте. На третье утро своего нового ужаса Марк почувствовал необходимость активно принять меры по делу Джессики Лэнг, разочарованный неполнотой полицейских досье и запугиванием самих местных жителей, создававших атмосферу страха вокруг семьи.
Проведя некоторое время в библиотеке, он обнаружил тревожные свидетельства, что сообщество замалчивает правду, отказываясь предоставить важные факты. Это лишь усилило его подозрения. Долгие часы, проведенные за исследованием, порождали в нем все большие сомнения в отношении того, насколько серьезно местная полиция на самом деле относится к их делу. Неожиданный звонок от Мелиссы Уорд, бывшей одноклассницы Джессики, всколыхнул в нем надежду на то, что предстоит еще многое выяснить. Однако ее собственные опасения по поводу запугивания и возможности потолочь наушниками, его желание действовать ставили под сомнение то, как много информации они могли бы получить при разговоре. Но этот разговор стал для Марка и Андреа значительной точкой начала их стремления раскопать истину и восстановить справедливость. Непосредственно после разговора с Мелиссой внезапная смерть девушки, которая осветила всю ужасную правду о жизни Джессики, настигла Марка. Он расценивал ее как подозрительную, учитывая предупреждение о мрачной тайне. Глубокое негодование охватило Марка и Андреа, когда они углубились в историю своего дома. Исследования в местной библиотеке открыли им тревожные связи с вечеринкой у бассейна в старом доме и исчезновением Джессики Лэнг, что нарастало с каждой новой страницей. Их поиск также привел к тому, что они наткнулись на спрятанные видеокассеты, на которых были жуткие кадры, с которых теоретически могли бы возникнуть важные улики в их расследовании. Каждое открытие лишь подливало масло в огонь их напряженного поискового процесса, и обстановка по-прежнему становилась мрачнее. Но, несмотря на эти страхи, они чувствовали, что каждый шаг приближал их к истине. В ходе своих расследований они столкнулись с Роджером, который делился своим глубоким беспокойством после того, как стал свидетелем того, как девушку увезли, а его собственный страх заставил его замолчать из-за угроз со стороны полиции. С каждым его словом появилась возможность расследовать факт, что старый шеф полиции скрывал дело Джессики. Эта информация стала для них новой надеждой. Веря в среду, в которой они оказались, Марк и Андреа решили, что им нужно непременно увидеться с отставным шефом полиции, Фелденом, чтобы получить ответы на все свои вопросы. С переполненными эмоциями они покинули дом, у них не было страха, они следовали эмоциям, которые нарастали в их сердцах. Эмоции Марка и Андреа смешивались с настойчивостью и решимостью, когда они готовились к встрече с Фелденом, стремясь разобраться с прошлым и исправить текущую ситуацию, несмотря на риск возможной опасности, которая могла их настигнуть. Когда они встретились с отставным шефом полиции Фелденом, вопросы о загадочной смерти Джессики Лэнг начали вскрываться. Во время разговора Фелден раскрыл коррупционную сеть, в которую был вовлечен сын застройщика, Стюарт Дейн. Все шло к тому, что ему пришлось скрыть убийство Джессики, чтобы защитить имидж города по давлению влиятельных фигур. Каждая очередная фраза только подтверждала, что мужчины-бизнесмены могли иметь гораздо больше власти, чем они представляли себе на первый взгляд. По мере того, как они собирали улики, включая свидетельств, которые подтверждали прежние угрозы от Стюарта к Джессике, Марк и Андреа начали осознавать всю серьезность опасности, с которой они столкнулись в своем стремлении к справедливости. Каждый элемент образовывал растущее чувство тревоги в Сара, когда она понимала, до какой степени они оказались вовлеченными в почти безвыходную ситуацию. Когда Стюарт Дейн был арестован в частном гольф-клубе, крики журналистов и поступок полиции обрушились на всю страну, поскольку он появился в наручниках, обвиненный в убийстве Джессики Лэнг. Эта буря негодования в средствах массовой информации вскрыла причастность его отца к сети сокрытия фактов, которая стала столь очевидной, что местные власти тоже оказались в центре внимания. Несмотря на всю эту суматоху, семья Джессики выразила одновременно печаль и облегчение.
Их дух вновь обрел надежду под огнем стреляной пули их родных. Свет истины пробивался сквозь мрачные теневые коридоры, и Марк и Андреа почувствовали, что их усилия, хотя и полные страха, не были напрасны. Это время освободило место для надежд и перемен, возвращая им чувство справедливости, которое было утеряно. Когда Марк и Андреа смотрели пресс-конференцию, на которой рассказывалась правда о трагической истории Джессики, они предприняли шаги по преобразованию своей собственности. Освежив новый пейзаж вокруг своего дома, они засыпали бассейн, который стал болезненным напоминанием о трагедии и мрачных переживаниях. В этом процессе они находили способ исцеления, и их жизнь постепенно превращалась из постоянного ограничения в более светлую и уютную атмосферу. При посадке молодого деревца в память о Джессике они происходили от смеха и радости, вновь укрепляя свою семью и общение. Это целительное пространство, наполненное теплом и надеждой, стало символом стойкости. Тени страха и секретности рассеялись, и на их лицах вновь светилась улыбка и радость. Марк и Андреа осознали, что из тьмы всегда можно выйти на свежий свет, и их новое место станет началом новой жизни для них и для их детей, полной возможности светлых моментов на будущее.